Привет! Потихонечку собираемся. В этот раз я, конечно, немножко поздно вышла, но, возможно, оставлю запись эфира, поэтому, если вы смотрите меня в записи, то, ребят, привет всем! Так, у нас уже прилично времени. Куда-то я дела свой клей. Куда я дела клей свой? Вот он. Так, всех рада приветствовать. Сегодня я плиту, вот дошла уже до такого момента, вот такую вот корзиночку, вот с таким вот раппортом. Раппорт идея не моя, ну, в принципе, он и не такой сложный, чтобы прям как-то выделить автора. Вот, ну, идейка не моя, я лишь повторила, мне просто очень понравился рисунок, и это такая моя первая переделка фикс прайса, можно сказать. Поэтому, если что, знаете, что вот такая вот плетеная корзинка, точнее, может получиться у вас, если взять за основу обычную фикс-прайсовскую фруктовницу железную с прутиками. Эти прутики отличный каркас для корзины, то есть ее никуда не ведет. Все ровненько. Вот такой вот раппорт красивый по спирали получается. Рисунок. Что-то напоминает послойное плетение. Я специально вышла уже, вот мне совсем буквально круг 2 осталось доделать. И я думаю, как раз выйду, покажу, как закончить, как оплести, как сделать обмотку. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросики, вы спрашивайте, постараюсь ответить максимально честно. Вот. Немножко отвлеклась на клей. Всегда подвисаю на этих моментах. Вот. Наращиваю трубочки. И вот такая вот корзиночка. И начинаю плести дальше. Раппорт тут простой. Идет одна трубочка за 5 стоечек. И потом 1, 1, 1. Потом опять 5, 1, 1, 1. Раппорт идет вот такой у этого плетения. Вот здесь у меня третий. То есть каждый раз у меня смещается вот на одну стойку. Вот здесь у меня сейчас я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. За 5-ю стойку увожу. За 6-ю, да, получается, 5 пропускаю, за 6-ю увожу и вывожу наперед. И теперь 1, вот первая, вот 2 идет у нас и 3. Трубочки для удобства можете немножечко вот так протянуть в руках. Да, красивый узор, согласна. Мне тоже очень он понравился, поэтому я решила повторить. Вот, прям красивая такая корзиночка получается. Оно и не сказать, что сложно в исполнении, но очень эффектно смотрится. В принципе, если вы не прям совсем новичок в плетении, то, я думаю, вот такую корзиночку сложности не составит сплести. Здесь единственное, что вот начало состыковки нужно немножечко попотеть, скажем так. Состыковать самый первый круг тяжело. Первый круг я оплетала одной трубочкой по кругу. Потом у меня дошел момент, что вот я вот 3 проплела, и у меня уже дальше рисунок не состыковывался. И я вводила вот, где у меня вот начало, и я вот вводила еще 6 дополнительных трубочек в плетение. Поэтому учтите этот момент, что состыковать можно и так. Или же просто начните как послойное плетение, сразу взяв 8 рабочих трубочек. Введите их в плетение и начинайте оплетать вот такую вот стандартную корзинку из фикс прайса. Она, в принципе, у всех одинаковая, поэтому я думаю, здесь сложностей не должно возникнуть. Если не одинаковые
количество стоечек, то просто продолжайте вводить или наоборот введите меньше. Если у вас рисунок состыковался, там, если у вас, допустим, 7, да, трубочек ушло, ну, значит, достаточно будет 7 рабочих трубочек. Здесь как бы главное, чтобы геометрия рисунка сохранялась, да, то есть вот этот вот сам раппорт 3, точнее 5, и потом 1, 1, 1. Вот такие вот красотулечки мы плетем по ночам. Как у вас весеннее настроение? Рассказывайте, кто с каких городов, кто откуда. Я напоминаю, из юга Казахстана. Город Тарас есть такой. По советскому фильму «Джентльмены удачи» нас многие знают как Джамбул. Там тепло, там моя мама. Вот. Веду трансляцию из солнечного Джамбула. Кто откуда, ребят, рассказывайте. Интересно так всегда, откуда зрители, с каких, с разных городов, стран. Так. Здесь вот у меня трубочки начинала я вот снутри. Точнее, вот я их просто потом обрежу. Я не хотела, чтобы они у меня там с лицевой стороны были видны. В принципе, изнутри их подрезать. И всегда вот в фруктовнице что-то есть, поэтому вот это вот след, скажем так, он скрывается от среза. Можно, ну, особенно как-то это в плетение можно придумать и спрятать. Вот. Потом учтите такой момент, что чем дальше плетение, тем оно шире, да, то есть если я начинала здесь вот такой стежок на 5 стоечек был, то к концу, вот он, видите, какой разбег идет. Начало, конечно, немножечко раппорт из скольки трубочек. Раппорт, у меня 8 рабочих трубочек в процессе, да, я сразу работаю 8 трубочками. Раппорт идет 5, 1, 1. Здесь я вот так вот прям пальцем придавливаю, чтобы вот оно было плоское и не топорщилось. Введу как бы трубочку и немножечко в натяжку плету, потому что иначе оно может немножко, конечно, как бы отойти и некрасиво лечь. Тут важно, конечно, чтобы трубочки были эластичными. Спасибо. Да, не за что. Вот. Здесь главное не сбиться, а так все в принципе довольно чудненько, ладненько идет. Загибку вот я единственное, что не знаю, посмотрю, каким способом буду это все дело завершать. Или обычной обмоткой. Тут как бы достаточно так просится, скажем так, обычная неброская обмотка. Но мне кажется, эффектный валик тоже будет хорошо смотреться. Ну, сейчас я посмотрю на возможности корзины к концу плетения. И там уже определюсь, как именно ею, какой загибкой завершить, да, скажем так, плетение. Я первый раз так поздно выхожу в трансляцию и думала, ну, вообще, наверное, людей не будет. А так смотрю, вон нас 11, уже 12 человек. Всем привет. Плетем вот такую вот, точнее, переделки из фикс прайса. Очень многие любят именно вот не сами плетенки, а именно какие-то переделки. Я вот замечаю, что людям интересно, скажем так, смотрибельно именно вот такой материал, что когда берешь что-то, переделываешь, и прям нравится заниматься многим таким. Ну, как я говорю, вообще в качестве каркаса я прям очень довольна вот этой вот плетенкой. Тут, в принципе,
можно много чего придумать. Это я вот рапорт решила таким. Так можно, допустим, вообще очень эффектно будет, допустим, начало плести густо, а потом вот просто как бы стоечки увести и не до конца, да, скажем так, доплетать, как будто вот на полпути оно или распустилось, или стало лень плести. И мне кажется, тоже такой вот небрежный эффект здесь даст свою изюминку плетенки. Потому что вот когда на половине плетения оно было, оно прям уже смотрелось так. Мне прям понравилось. Вот такая вот у меня мысль закралась в голову, что можно сделать и так. И это должно быть прям интересно. Вот такая вот спираль. Вообще он очень эффектно смотрится и изнутри. Сейчас я постараюсь вам свет поймать. Вот видите? Прям красиво. Ой, спасибо. Вы очень красиво вяжете. Спасибо. Вот. Мне прям, смотри, ну, и здесь оно красиво, и тут красиво. Мне кажется, если вот таким вот снаружи сплести, то есть обратным рапортом, да, то есть 5 стоечек мы не перед, а за заводим, и потом также один-один вперед. Будет очень прям красиво. Такая спиральная. Говорю, тут корзинка и что лицевая, что изнаночная часть. Прям красивая получается. Здесь главный секрет — это, конечно, хорошо увлажненные трубочки, правильное наращивание, которое не будет портить внешний вид. Ну вот, в принципе, вот смотрите, у меня вот эта вот изнанка, я постараюсь поближе. То есть наращиваю я вот, да, вот с этой стороны. Все у меня швы в основном вот сюда приходятся. Ну и как бы при красивом ровном наращивании получается вот такая вот аккуратная плетенка и изнутри. Тут как бы правильно, хорошо наращиваете, и хорошо вам будет. Хорошо и красиво. Вот. Я всегда наращиваю на полимерный клей, кто-то пользуется ПВА. Но тут главный результат. Если у вас хорошо на ПВА трубочки наращиваются, то почему бы и нет. Немножечко вот так промну трубочки, протяну. Они тогда более эластичные и податливые. Хорошо ложатся, гнутся, плетутся, вяжутся. Тут уж вот здесь вот прям пальчиком веду по трубочке, не даю ей убежать, лечь так, как ей хочется. Тут прям я ее, конечно, укладываю. Здесь немножечко в натяжечку, и тогда оно хорошо ровненько ложится. Начинать вот тяжело. Там, конечно, частое плетение такое, оно за счет того, что расстояние между стойками минимальное в начале плетения. Тут прям, видите, оно прям так туго-туго-туго-туго идет. Так, а скажите, это из скольки трубочек? Здесь у меня в работе я одновременно работаю 8 трубочками. Тут у меня в работе 8 трубочек я ввела. Мне кажется, здесь пойдет способ и послойного плетения. Я не пробовала, но мне почему-то вот кажется, что оно здесь пойдет. Если из каждой стоечки будет выглядывать по трубочке, здесь оно как бы пройдет этот результат. Вот. Вот сюда. Да, пойдет. Да, вот мне тоже кажется, что оно пойдет. Просто как-то, не знаю, я не привыкла послойно. Ну, мне кажется, оно как-то за каждую стойку начинать вот это тяжело, чтобы оно все не разбежалось. Хотя, если сразу уложить, то, наверное, удобно. Круг пророплел и как бы поднял столько. Как бы удобно плести сразу, вот когда много рабочих трубочек в деле. Я вот даже если с ситцем плету, я всегда или 2 вдогонку, или 3 вдогонку, потому что
по кругу вот это одной рабочей трубочкой, вот это вот крутишь, крутишь, крутишь ее, круги наматываешь, оно 2 сантиметра проплетено. Тьфу, ё-моё. Опять плетешь, 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 плетешь. 3 сантиметра. А так сразу несколько рабочих трубочек, как бы оно вроде бы незаметно и хорошо, быстро длина набирается, высота, да, стенки самой, что тоже как бы очень радует. Когда хочешь быстрее, нам же как хочется, ой, посмотреть, как оно получится, как получится. Не так хочется быстро завершить, как посмотреть, что из этого всего выйдет и как оно выглядит. Вот. Ой, а что я вам могу показать? Сейчас я вот, если вы досмотрите до конца, то я вам такую в конце штуку покажу. Я ее сплела. Ни обучалки, ничего на нее, конечно, не будет, потому что это была вообще полнейшая импровизация. Немножечко поинтригую. Я все-таки блогер, мне надо заманить. Так, а есть еще тарелочки? Да, конечно. Главная основа, в принципе, тут главное основу взять. А так там тарелочки это или подносики, или какая-то каркасная сумочка тоже можно. Мне кажется, тоже пойдет и тоже будет смотреться хорошо и классно. Ну так вот, сплела я одну такую плетеночку, очень необычная. Плела в первый раз. Полнейшая импровизация, все делала интуитивно, но получилась, конечно, невероятная штука. Поэтому оставайтесь со мной до конца. Я уже в конце, как закончу это плетение, я вам обязательно покажу. Не знаю, скорее всего, буду делать просто обзор на нее. И то, если у меня по времени получится, то сделаю обзор. Потому что я переживаю, что у меня... Ай, клей не схватился. Что у меня на нее, возможно, просто на этот обзор времени не будет. Вот. Еще бы рилс снять успеть, было бы вообще классно. Ой. В такие моменты думаешь, блин, я же плиту, почему я должна снимать и монтировать? Ну, наша вселенная устроена так, блогерская, что надо все фиксировать и все показывать. Вот. Так, здесь оно пока схватывается, я вот здесь, наверное, пообрезаю. Так. Вообще, конечно, в последнее время что-то я больше над эфирами задумываюсь, что как бы интереснее и живое общение, и сразу обратная связь, и какие-то моменты в процессе плетения рассказываешь, объясняешь, и потом не надо тратить время на монтаж, на озвучку, на склейку. Но немножко, конечно, качество видео вот это вот страдает. Единственное, вот этот момент мне не нравится. У меня здесь слабый интернет, и поэтому не всегда по интернету именно вытягивает прямая трансляция. Вот это вот, конечно, расстраивает. Так я бы, наверное, просто на трансляции перешла бы и плела бы с удовольствием в трансляциях онлайн. Но я вот, мне, конечно, единственное, это качество видео смущает. Так, я думаю, что в этом году тоже буду вязать. Давайте, конечно, почему бы и нет. Захотелось, есть творческий порыв, надо это сделать. У меня так было с макраме. Мне вот эти вот идеи, листочки, лепесточки понравились, и я себе тоже такие на стену сделала такое панно плетеное из листов. Вот просто мне вот хотелось вот макраме, и я вот в творческом порыве быстро сплела, и как бы руки успокоились на этом. Иногда прям хочется что-то сделать. Я не знаю, вы тоже занимаетесь плетением или вязанием. Ну, обычно это что-то вот такое вот рядом, около области. Очень часто многие мастерицы используют какую-то технику макраме в плетении, и она работает достаточно хорошо. Также, я думаю, в макраме может и обратный эффект сработать. Что-то из плетения может пойти
на создание чего-то вот такого вот ручного. Так, поэтому здесь дерзайте. Вот захотелось, есть возможность, да сплетите, вышейте, не знаю. Я говорю, я недавно наткнулась, у меня в первом декрете, я, оказывается, занималась прям вышивкой. У меня там такая вышивка я нашла. Такие ажуры там, я говорю, подушечка Марии Антуанетт у меня получилась. Ну, такая объемная вышивка. Ну, вот тоже был период, когда я вот вышивала. Но потом как-то он успокоился, и я потом наткнулась на вот плетение. Мне попались мастерицы, и я просто так вдохновилась, что вот до сих пор плету, и как бы пока нет выгорания, тьфу-тьфу. Не хочу, чтобы этот период настал. Знаю, что многие с этим сталкиваются, берут отпуска, скажем так, творческие, или немножечко дают себе передышку в одной сфере, переходят в другую. Вот встречала несколько таких мастериц, которые вроде бы занимались плетением, а потом раз резко перешли или вот на макраме, или тоже вот папье-маше с бумагой связано. Одна вот тоже есть, перебежала в лагерь игрушек из папье-маше. Так, это у вас семерочки? Да, это у меня семерочки. Тоненькие совсем трубочки, тоже немножечко непривычные. Раппорт сбила. Для меня в работе, скажем так, потому что я привыкла работать трубочками 10,5. Это для меня привычнее. А это прям, мне кажется, такие они тоненькие, такие масюсечки. Хотя знаю, что кукольные работы вообще делают там полоску, там буквально 5 сантиметров, и они прям совсем такие тоненькие получаются. Ну, вот, к примеру, у меня здесь где-то есть вот это вот, да, для сравнения. Вот это у меня полоса идет, сколько здесь? 10, 10,5. А вот это вот семерочка. Вот видите, разница какая, они прям в 2 раза меньше, тоньше. Ну, здесь они у меня еще и длина такая удобная, классная. Там сколько? 43, по-моему, сантиметра. Реже наращиваешь, больше плетешь, как бы не прерываешься на вот на наращивание само. Так, что у меня здесь по рисунку? Плетем дальше. Ну так вот, встречала, значит, мастерицу, которая перешла в лагерь папье-маше. И также у меня одна там тоже подписана, у нее шикарные работы, что в плетении. Вообще она потом переключилась на создание таких авторских фотоальбомов. Они у нее просто космические. Это вообще что-то шедевральное. Она каждый раз создает, берет тему, она вот вырезает, и, видать, сам процесс вот этот вот нравится. Вырезать, что-то затонировать, где-то сделать потертый эффект, наслоение. И у нее такие работы классные, там такие фотоальбомы. Ну, это я к тому, что вот многие мастерицы, они как бы кидают их иногда от одного к другому, или вот чтобы такого творческого выгорания не произошло, надо немножечко всегда себя держать в тонусе, скажем так. Потому что когда не хочется плести, работы получаются, так себе скажем, сухими. Может, они и ровные, и вроде красивые, но ты на них смотришь и думаешь, а ведь я могла это сделать лучше. И вот этот вот червячок, ну, по крайней мере, у меня, он меня очень сильно любит грызть. Вот мастер на глаз семерку определила. Нас уже 17. Всем привет, кто присоединился. Я думала, что в такое время буду одиноким воином. Но YouTube не имеет времени. Он не привязан к такому тривиальному. Так.
туда-сюда, туда-сюда. Раз, раз, раз. Бесконечно можно смотреть на три вещи, да, как бежит вода, как горит огонь и как плетет кто-то другой. Я тоже всегда залипаю на такие видео, особенно если они идут с ускоряшкой. Это вообще сидишь смотришь, блин, ну почему в такой скорости не можешь работать вживую? Да как так, думаешь, вот бы мне вот так бы за минуту сплести 100 тысяч швов. Так, а цвет, похоже, лиственница. Нет, цвет у меня, это я работала с колерами, колеровала. Колеры у меня здесь намешаны. У меня тут беж, верблюшка, немного молочного шоколада и все, по-моему. Да, все. Три колера я добавляла сюда. И вот такая вот у меня, такой оттенок получился. Ну, лиственница, она, знаете, лиственница, она немного желтит. У меня, по-моему, здесь где-то лиственница есть в трубочках моих, в стратегическом запасе. Лиственница. Да, есть кусочек лиственницы. Сейчас я вам покажу. Ну, по крайней мере, у нас я вот такую вот лиственницу. Она, видите, она желтенькая. Она где-то, ну вот это больше рыжина. Конечно, съедает цвет. Оно прям хорошо, вот здесь оно как-то выравнивает, а вот так посмотрите, оно вот такое желтенькое, прям цыплячий, что ли, такой цвет. А это он такой более глубокий, рыжий, теплый такой оттенок. Такой понасыщеннее, потеплее. Это какой-то такой лиственница. Ну, я говорю, по крайней мере, вот у меня такой оттенок. Может быть, я его разбавляла тоже, не вспомню. Но я помню, что я вот лиственницей, когда красила, он прям желтый-желтый такой цвет получился у меня. Ну, опять-таки, зависит от морилки. Иногда берешь, вот особенно этот НБХ, да, оно таким грешило. Дуб берешь, одна партия дуба у тебя прям красивая, следом красишь второй бутылочкой, вообще цвет не тот. Абсолютно. И думаешь, да как так? Фабрика одна. Вроде бы и партия, по идее, должна быть одна. Они же коробками там закупают. Думаю, ну как так? Ну вот оно бывает. Поэтому тут с морилкой не угадаешь. У нас такая проблема вот найти эти морилки. Я вот тоже, я поэтому немножечко иногда, конечно, помучаешься, но с колерами приходится, колеры работаешь с колером. Оттенки получаешь, выводишь. Ну, тоже, с одной стороны. Зато всегда есть нужный цвет, да, можно смешать и получить. Или же морить самой тоже выход. Так. Ну, вроде бы чуть-чуть, но что-то это чуть-чуть никак не доплетается. Вот думаю, ну, немножечко осталось. Думаю, под конец, вот специально, чтобы вот это не было долгой монотонной работы, думаю, включусь под конец, выйду в трансляцию, думаю, чтобы объяснить рапорт и сделать загибку. А это что-то я чуть-чуть плету и плету, плету и плету. И оно не чуть-чуть и не чуть-чуть. Когда уже будет чуть-чуть, непонятно. Трубочки немножко, кончики уже жестковатые, их бы подмочить, сбрызнуть, чтобы они немножко постояли, но времени на это нет. Так, я все на себя тяну. Эту плетенку, она у меня убегает из кадра.
Так, может быть, кто-нибудь скажет, пробовал обрабатывать в процессе вот пропитки, добавлять масло для дерева. Кто-нибудь так уже работал? Нет? Здесь есть мастерица, может быть, кто так делал? Я вот, у меня есть масло для дерева, но что-то я его все никак не в работу не пущу. Может быть, из вас кто-то пробовал? Поделитесь, пожалуйста, впечатлением. Мне он кажется, там служит вот это само масло, оно служит там для, нужно точнее для того, чтобы трубочки при сушке не склеились. То есть оно такая дополнительная защита от склеивания трубочек. Ну, мне кажется, что оно такую функцию выполняет. Ну, иначе зачем, да? Ну, там может быть масло, по сути, оно что? Оно не дает прилипнуть друг к другу. Глубину цвета нет, там пленку защитную, ну вот разве что вот она липкость вот эту не даст. Не знаю, вот тоже надо все, думаю, надо попробовать, надо попробовать. А когда вот начинаю обрабатывать, всегда забываю про это масло. Так что безмасляный рецепт у меня. Здесь вот немножечко погулять оно хочет. Вот так мы его натянем и уйдем. Так. Ну, тоже, я думаю, буквально один круг и должно завершиться. Тут уже прям, мне кажется, догоним здесь уже все начало. Так. Так. Ой, как я люблю, когда трубочки скрипят. Вот этот скрип при плетении, поскрипывании. Я прям кайфую от него. Хотя он нравится не всем. Мне как-то за него типа, а что так скрипит? Он потом, после того, как загрунтуете, скрип изделия пропадает. Поэтому здесь... Так. Подсыхают уже кончики. Уже не хотят так прям ровненько ложиться. Заразы. Ой. Потом, мне кажется, тоже красиво на убывание раппорт будет, допустим, 5, 4, 3, 2, 1. Тоже должно, мне кажется, красивый рисунок быть. Такая спираль на сужение будет. Поэтому тоже надо будет попробовать. Внимание, вопрос. Сколько корзин надо купить в фикс-прайсе, чтобы воплотить все свои рапорты в голове, да? То, мне кажется, тоже вот, допустим, 5-1, 5-1 в таком порядке тоже будет красиво смотреться. Это как будет такие спирали, большие спирали по окружности. Тут главное, конечно, раппорт состыковать
Мне кажется, что оно будет тоже красиво. Так, ну что-то у меня чат замолчал. Может, у кого какие вопросики есть? Вот, вот, дошла я. Ага, это последний такой. Вот, остальные все у меня, значит, надо стыковать уже, заканчивать ими. А ну вот еще, наверное, одну можно сюда будет протянуть. Сейчас посмотрим. Да, плели. Хотя, наверное, здесь действительно загибку, обмотку сделать и все. Хотя, может быть, металлическую часть и не прятать. Может, она будет гармонично смотреться. Тоже как вариант. Изящно. Оно же здесь вот проглядывает в плетении. Это черная часть корзинки. Тоже, так что, возможно, оно будет смотреться неплохо. Вот это будет последняя. Она прям придавливает, завершает плетение, да. Немножечко плетение вниз можно вот так опустить, и трубочки залетают. Но уже так, конечно, плотненько. Уже плотненько оно туда заходит, натяжечку. Так, идем дальше. Так, вот тебе и чуть-чуть. Вот тебе и под конец. Уже сколько минут плетем. Я не знаю, сейчас ограничения есть, нету по времени. Введение трансляции. Ну, прошлую трансляцию тоже долго у меня было. Я что-то особо, по-моему, у меня не вырубали эту трансляцию. Там, по-моему, она целиком у меня была. Так, это я тоже трубочку уже не буду выводить наперед. Я ее оставлю с внутренней стороны корзины, чтобы все пенечки у меня были там. Так. И здесь, да, мы вот в этом месте наращиваем. Тоже финишная прямая. Ну, вообще, конечно, здесь и массивная будет хорошо смотреться, обмот, загибка. И вот аккуратненькая такая тоже будет ничегошно. Ой, все ничего, но вот этот клей вечно застывает. Каждый раз его приходится убирать. Так, здесь есть, здесь у меня надо тоже буду наращивать. Не знаю, оставлять видео, не оставлять, сохранять или так чисто контентик будет. Угу. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вы состыковали раппорт, в каком месте. У меня прям туго с этими вычислениями. У меня тоже иногда бывает, если честно, не обмануть вас.
Бывает прям туговастенько со стыковкой. Ну, я всегда, если я это высчитать не могу, я это делаю как? Я беру, убираю одну трубочку, проплетаю или добавляю наоборот. Ну, то есть всегда вот такими вот методами проб и ошибок. Здесь я уже говорила, я сначала проплела один круг одной рабочей трубочкой. Под конец у меня он не состыковался. И у меня там остались... Сейчас я вот вам покажу. Я здесь сейчас донаращу и еще раз вам покажу. Сейчас здесь сделаю наращивание. Пусть немножечко схватится. Я как раз вам поподробнее этот моментик объясню со стыковки. Ну, вообще, вот не в этом плетении. В этом я, конечно, здесь по расчетам. Вообще, я вот всегда методами проб и ошибок. Вообще, когда выплетается рисунок, раппорт, да, вот этот вот, он всегда должен быть +1, стойка. То есть, если у вас в трубочке там задействованы, допустим, в раппорте у вас задействованы, я не знаю, там 6, допустим, не знаю, там раппорт рассчитан на 12 стоек, то нужно рассчитывать, что нужно +1 свободная стойка для смещения раппорта. Иначе он у вас будет стыковаться. Если у вас раппорт, соответственно, там 13, то тогда 14, да, или кратно, получается, количество стоек должно быть кратно рабочим трубочкам и +1 для смещения. Итак, смотрите, у меня вот отсюда началось, да, я, получается, начала вот здесь, вот оно у меня пошло, раз, два, три, и вот так у меня круг пошел, 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 пошел. К этому месту я пришла. Здесь я уже начала пробовать 5 трубочек, у меня вот здесь тогда раппорт не состыковывался. И вот с этого момента я пошла добавлять. Вот у меня вот эта вот трубочка рабочая пошла первая, она вот продолжилась, да, как бы. Потом я добавляла вот одну, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую, пока у меня вот эти вот все трубочки не пришли до моего первого стежка. Потом я их вывела все наперед и начала плести вот этот вот состыкованный послойно, можно сказать, рисунок. Ну, таким вот образом раппорт состыковался. Это я и говорила, что если у вас, допустим, количество стоек, ну, вдруг окажется, что вы будете плести на другой немножечко корзинке, да, здесь вот главное состыкуйте это начало, и оно у вас там дальше пойдет. Ну, будет, допустим, у вас не 8 рабочих трубочек, а 7. Ну и ладно, рисунок, я думаю, тут тоже будет приблизительно плюс-минус такой же, да, по принципу будет такой же. Большие спирали, и между ними вот такие вот ситцевым плетением небольшие, точнее широкое плоское плетение. Поэтому тут здесь надо смотреть по ситуации и по количеству стоечек. Если нет, то вот по наитию, скажем так. Проплели, не состыковался, ну добавьте еще одну, попробуйте или уберите одну и посмотрите, как он у вас будет вести себя рисунок. Здесь, эх, надо. Здесь раз, два, три. Все-таки здесь надо донаращивать и сюда. Ну ладно, чтобы красиво было, донарастим в этой части. Итак, здесь у меня идет раппорт. Если вы первый раз плетете, собираетесь плести такую вот корзинку, ну, я говорю, раппорт, он не сильно сложный. Тут тяжело запутаться. Точнее, тяжело, ну да, тяжело запутаться. Легко плетется. Есть прям сложнейшие раппорты, там, с зигзагами. Вот там прям, да, там это все стыкуешь, думаешь, блин, хоть бы оно у меня нормально сошлось. Где-то не сошлось, опять распускаешь. А это потеря трубочек какая. Те, кто вот в плетении знает, что трубочки эти не переплетешь обратно по второму кругу. Поэтому здесь важно
тоже понимать и рассчитывать свои силы. Сразу покорять Эверест первый раз в жизни и взбираться как бы тоже не стоит, да? Надо помаленечку, помаленечку, с каждым разом все сложнее и сложнее себе задачки ставить. Ну, вот для начала, я думаю, это самый такой нормальный рапорт. Пойдет. Вот. Поэтому, если вы новичок, дерзайте. У меня, конечно, здесь ракурс не очень, но мне удобнее всего. Я бы камеру перед собой, я бы не так, у меня бы потеря скорости пошла в плетении. Поэтому камера немножечко, может быть, не всегда удобна. Ну и как я говорю, вот мне тоже пишут там, ой, не видно, руки закрывают. Ну тоже как бы тут без рук никак не сплетешь. Я всегда стараюсь показывать так максимально руками, отвожу, показываю. Значит, это вот сюда должно уйти, да? Да, вот сюда. Пытаюсь максимально, да, не буду сильно мучить эту плетенку, веду вот сюда вот рапорт. Поэтому от рук никуда не денешься. Это рабочий инструмент, можно сказать, да, руки. Поэтому здесь по-любому, ну, как-то приловчиться, не знаю, что ли. Присмотреться. Если вам плохо видно, я вот и так стараюсь. Тут вот ракурс. Ой, сбился. Ну, уже все, устала я. Рапорт сбила. Так, раз. Так, раз, два. Это третий. Третий и на 5 стоек ушло. 5 стоек за 6-ю наперед. Так. Так, сейчас, секундочку, я пойду. Вот так вот подопру ее, чтобы было видно. Так, я вернулась. Технический перерыв. Так. И продолжаем. Тут чуть-чуть осталось. Так. Ой, окно в зале откройте. Окно в зале откройте. Это жарко так. Думаю. Вот. И тут уже прям совсем чуть-чуточка осталось.
Вот прям со мной до конца зрители. Все хотят посмотреть, что же там будет в конце. Так, чуть-чуть осталось. Ой, классная спираль такая, прям красота. Так, вот здесь уже так, спасибо, сохраните, пожалуйста, эфир. Очень интересная работа. Да, тоже переживаю, видите, и, сохранить эфир. Ну, посмотрим, ладно, посмотрю. Сохранять, не сохранять. Так, здесь у меня что? Здесь у меня, ну вот как раз нарастила для одного стежка. Ой, ё-моё, Петропольц. Да, что ж такое? Вот сюда, вот сюда. Эй, под конец туго плетется. Туго-туго. И вот сюда уведу. Так что вот оно немножко сохранила. Ну, я говорю, вот я прям не знаю, делать обмотку. Мне кажется, здесь вот эту металлическую можно оставить. Она будет красиво смотреться. Короче, напишите мне, делать обмотку или не делать. Это у меня уже не пойму. Когда вот у меня бывает такое, что в процессе плетения или какие-нибудь косяки не замечаю, что вот как-то коряво смотрится или смещение произошло в плетении. Потом смотришь уже в конце работы и думаешь, ё-моё, как я слона-то не заметила. Оно ж у меня все вправо завалено. Ну, так и с загибкой. Что-то мне кажется, здесь не надо вообще ее делать. Пусть она будет таким тоненьким ободочком. Мне кажется, ну здесь вполне себе лаконично смотрится. Трубочки просто аккуратно обрезать. Можно, в принципе, подклеить их немножечко, чтобы они, ну уж наверняка, хотя они так плотно сидят, что, мне кажется, они не выскочат никуда. И можно, по-моему, это так оставить, дело все. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, все. Это лишнее. Одну лишнюю хватило. Глаз в процессе работы отваливается, конечно. Немножечко бывает такое. Или нужно дать кому-нибудь в руки и со стороны посмотреть, да, отойти, чтобы ее вот покрутили, повертели. Ты на нее со стороны посмотрел, на плетенку. Здесь, конечно, это тоже вот немаловажно. Такое бывает, не знаю, как у вас, но у меня было пару моментов таких, что я переплетала, потому что вот в процессе плетения вот не понимаешь, что... Тем более я частенько плету без формы. Я форму беру, прям создаю только когда вот надо какое-то идеальное или строгое плетение. А так, если что-то круглое, ну, пожалуйста. Можно и круглое сплести без формы, или там овалы, или хлебницу. Вот я себе плела тоже. Ну, зачем форма там, где она, в принципе, руками держи плетение, да и все. Но все равно вот бывают такие моменты, как зачем? Вот для таких моментов как раз-таки, чтобы оно не заваливалось. Чтобы потом, ой-ой-ой, ай-яй-яй, как же так получилось.
Короче, если хотите избежать трудностей в плане завала плетения, создавайте формы. Вот я говорю, вот удовольствие плести на каркасе, потому что все ровненько. Стоечки, расстояние везде одинаковое. Прям чудо, чудная корзинка. Все ровно. Ты только плети, да? Плети и не сбивайся, и будет тебе счастье. Японское послойное плетение, пожалуйста, сюда как отлично ляжет. Можно вообще японским плетением все оплести, и тоже будет, мне кажется, вау, эффектно. Особенно если сыграть на контрасте, допустим, какие-нибудь ярко-красные трубочки, вот эти черные стойки будут очень эффектно. Будет вау эффект. YouTube. Надо будет попробовать. Буду вся в этих корзинах сидеть дома. Вот здесь 3 надо увести. Так, это мне тоже нужно вывести сюда. Ой, зараза. Если у вас вот здесь кончики уже не хотят залазить, подрежьте, сделайте их под острым углом, и они тогда будут ложиться ровненько. Так. Еще, ну-ка, сюда, ну, да, сюда оно поместится. Здесь еще мы добьем. Я плету прям максимально плотно-плотно. Скорее всего, я вообще загибку делать здесь не буду. Поэтому, чтобы плетение не выскочило, я прям вплотную к концу вот сюда вот плетение прям вплотную вплетаю, чтобы оно у меня не повыскакивало. Так, чтобы кончики прижались плетением и никуда не делись. Так, все, это у меня уже отпадает. И мне остается закончить вот этими вот 3 трубочками до конца, доплести. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Так, вот здесь нарастить. Ай,
Ой, неровно срезала. И последние 3 трубочки. Так, сейчас у нас хватится чуть-чуть. Ну, в общем, вот такие вот спирали получились. Так, оно пока хватается, я здесь поотрезаю трубочки. Их прям вот так вот подкусываю вплотную. Можно вот такие вот небольшие кончики оставить, чтобы они не выскочили. Они вот в таком положении они точно не выскочат. Вот эти внутри я просто, мне сейчас неудобно, надо крутить прям возле лица. Я вот так вот подрежу и тоже их оставлю. Ой, ну прям вообще красота, что внутри, снаружи. Класс. Так, да сюда. А нет, я немного раньше ушла. Чем должна была? Вот сюда. Да. Сюда, сюда. Вот сюда. 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 И да, чтобы это все дело закрепить, я это вот сюда вот прям вплотную. Я уже немногословно. Я уже быстрее доплести. Тоже устала на ногах. Не могу сидя плести. Мне надо встать и стоя это делать. Все свои плетенки на ногах плету. Не знаю почему. Казалось бы, сядь, сиди и плети. Но нет. Так неинтересно. Интересно стоять, мучиться. Ай, ё-моё. Зараза. Выскочила. Ой, брак. Вот плотный, и прям оно так плетется, уже вот выскакивают эти трубочки. Надо ждать прям, чтобы клей хорошо состыковался. Так, вот так. Ой, совсем чуть-чуть я вам покажу свою чудо-плетеночку. Обещаю, такого вот точно. Так, ну-ка давай. Вкладывайся и не выпрыгивай. Так.
Так, так, так. Давай. Опа. Легло. Так. Вот сюда. Да. Сюда. Сюда. Вот сюда. И вот сюда я ее спрячу. И последний стежок. Ура, ура, ура. Ну что, вот и все. Вот такая вот чудо чудное, диво дивное. Ай, красота. Такая корзинка получилась. Сейчас я вот это вот аккуратненько подрежу, но мне просто сейчас подлезть неудобно. Так, я немножко сейчас место здесь уберу, чтобы показать вам. Мне, чтобы показать чудо чудное, надо места побольше. Так. Ladies and gentlemen, дамы и господа. Как там ведущий в Попа ММА в боксе. Представляю чудо-рыбу. Как мне ее... Блин, она такая огромная, что она в кадр не влазит. Так, я возьму сейчас немножечко в руки телефон, чтобы это все дело отдалить. Ну-ка, ловись. Вот такую вот рыбину. Она 70, по-моему, 5 сантиметров. Это определенный вид рыбы. Она поэтому вот такой вот формы. Как она? Травалли, по-моему. Зеркальная такая громадина плавает. Она идет дутенькая. То есть она не плоская, она вот объемная. Вот такая вот рыбина у меня готова. Ну что, как вам? Как вам рыбка? Внушает, да? Такая вот она, красотишка. Так, поверните устройство, автоповорот. Ну, давай. Ну, так она не помещается. Вот отойти издалека, но, в общем, вот такая рыбка. Так. Ну что, как вам? Сейчас еще буквально пару минуточек побуду в эфире и уже буду закругляться. Сейчас, может быть, есть вопросы, еще поотвечаю на них немножко. И уже буду завершать эфир. Поэтому, если хотите что-то спросить, спрашивайте. Я пока вот здесь постараюсь кончики подрезать. Да, получается. В принципе, нормально. Здорово. Спасибо. Ну, такая рыбка мне тоже, говорю, вот первый раз такое плела, прям, можно сказать, кукольная работа. Выплетаешь по форме. Здесь еще покороче надо откусить. Так, все, трубочки подрезала. Их тут внутри не видно. Снаружи тоже красота. В общем, вот такая вот красота получилась. Спираль такая. Здоровски. В общем, всем хороших плетенок, хорошего настроения. Всем пока-пока.